Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну, из чего бы, господа, хотелось начать, да? Смотрите, как мы видим, рубль у нас продолжает укрепляться, при том, что причин к этому у нас на самом деле нет. Смотрите, давайте сегодня посмотрим сразу американский рынок. Обратите внимание, куда мы улетели. На 4, 160, 180 мы пытались сегодня прорваться, не получилось, улетели не то, что там удержав 420 там и так далее, да, а практически на пробой 400 уходили. Причина этого, господа, сейчас я расскажу. Перед этим, смотрите, покажу вам также, обратите внимание, доллар у нас сегодня укреплялся вплоть до 122 с половиной, практически 124, да, как я вам говорил, что он может пойти на 102.50, так оно и происходило, но в какой-то момент, в какой я вам тоже объясню, вот оно, пошло резкий разворот, коррекция, но опять же, это еще никакое не падение, обратите внимание, доллар растет, а непосредственно доллар-рубль, никаким образом рубль не ослабляется, да. Мы видим, что рубль, наоборот, даже демонстрирует определенное укрепление, да. С чем это связано? Сейчас мы будем разбираться. У меня есть только по большому счету в данный момент подозрения. А теперь давайте посмотрим, что же у нас произошло. Значит, смотрите, мы сегодня с вами ждали таких важных данных, как индекс потребительских цен в ЕС, то есть по инфляции, да. Там у нас получилась картина, что инфляция достаточно все равно остается устойчивой. Несмотря на то, что там есть определенное замедление, но все равно она довольно остается высокой. Дальше смотрим. Объем промышленных заказов в США. Да? Там тоже, собственно говоря, произошло некое замедление. Но самое главное, вышло число открытых вакансий на рынке труда Jobs. Эти данные, господа, были как раз нужны для того, чтобы ФРС, как говорится, делала выводы по поводу рынка труда. Мы с вами говорили о том, что эти данные будут иметь огромное значение. И они, господа, показали довольно сильное снижение. То есть ровно то, что добивались непосредственно ФРС. И что мы увидели? На самом деле, по-хорошему, здесь должен был бы быть наоборот, разворот по доллару, как он в принципе и произошел. Кстати, да, так и должно было быть. Доллар должен был упасть. Но данные выходили не в 5 часов. Они выходили, сейчас скажу, по-моему, сейчас, один момент, по-моему, 15:30. 15:30 они, по-моему, выходили, а в 5 часов уже выходили другие данные. Сейчас я уточню точно по времени, потому что это важно для графика, да. Сейчас, один момент, подождите. Данные выходили. Нет, все правильно, в 5 часов они вышли. Вот, в 5 часов они вышли, и в этот момент как раз доллар скорректировался. Но корректировался он не сильно, потому что мы все равно остались в пределах 102, да? А самое главное, что изначально мы разгонялись до 120 почти с половиной, да? При том, как вы понимаете, в этот момент валили нефть. Это была самая главная задача, которую, собственно говоря, использовали Америка для того, чтобы перед выходом запасов завалить и пробить этот 78 уровень. Но этого, господа, было мало. На самом деле это все, это было не то, что произошло на самом деле сегодня. А вот дальше, господа, произошло следующее. Вот смотрите, значит, по числу открытых вакансий на рынке труда мы, собственно говоря, увидели, вот оно, сокращение, да, по непосредственно и по прогнозу, и непосредственно по предыдущим данным. На этом процесс начался коррекции доллара. Дальше, смотрите. Цены на нефть снизились, так как опасения по поводу краткосрочного спроса, в том числе более слабые, чем ожидались данные по производству в Китае, перевесили ожидания ограниченного предложения в конце года. Но это тоже все ерунда. Это все было и полная абсолютно ерунда. Самое главное, господа, началось позже. На Уолл-стрит преобладал тон отказа от риска, поскольку банки возобновили распродажи. Возросло беспокойство по поводу потолка долга США, а экономические данные отставали от оценок в преддверии решений Федеральной резервной системы. Финансовые акции сильно повлияли на фондовый рынок в целом. Во вторник акции всех 21 компании из банковского индекса КБВЕ снизились. Вот о чем и разговор. То есть американцы достали банковский кризис. Именно на банковском кризисе удавалось пробить 78 уровень,
по нефти, да, мы с вами это уже разбирали. Обратите внимание, совершается вот он, этот же сценарий. Притом перед этим вышли данные, что ОПЕК там начинает сокращать добычу еще на 1,2, да, но все это было в преддверии ставки. Я вам говорил, что, конечно, весь рынок ждет ставку, и в преддверии ставки никакой, возможно, сильной динамики не будет, что оно и происходило. Был ожидательный, собственно говоря, вот здесь диапазон от 78 и попытками выйти за 80, мы помним, доллар там, соответственно, постоянно подавлял, да, что, в принципе, и происходило сегодня. Вот видите, он непосредственно пошел на 102,5 заранее. Еще никаких там данных не выходило. Он закрепился на 102 и пошел заранее давить. Нефть в этот момент, соответственно, оказалась под давлением. Потом пошли разговоры про банковский кризис. И вот, собственно говоря, нефть полетела с пробоем 78. Конечно, мы уже рассуждали с вами по теме того, что на 74-72 американцы хотят ее опустить как минимум. И в преддверии ставок они как бы этот процесс сделали заранее. Понятно, что теперь и спекулянтам будет не так просто обратно 78 восстанавливать, да? То есть ОПЕК что? ОПЕК надо какой-то опять создать какой-то рычаг для того, чтобы это все произошло. Мы понимаем прекрасно, что банковский кризис это полное фуфло. Да, у них там First Republic Bank упал, они вот тут же выкупил его Goldman Sachs. То есть на самом деле ничего критичного не произошло. Мы тоже этот процесс с вами перед этим тоже разбирали, что на самом деле просто будут крупные банки выкупать мелкие, и ничего там никакого на самом деле проблем не будет. Единственное, что, конечно, начали теперь раздувать тему по поводу госдолга, потому что Джанет Йеллен уже заявила о том, что, собственно говоря, только до июня хватит средств, и поэтому надо срочно республиканцам как-то договариваться с Байденом. И я хочу сказать, что 9 мая, господа, будет эта встреча Байдена с республиканцами, они там будут этот вопрос решать. В общем, все это вместе, вот эти все дубинки были, да, как говорится, заново реализованы. Опять риски рецессии, потому что, смотрите, рынок труда у нас снижается, а, собственно говоря, ставки высокие. Плюс и еще типа банковский кризис. В общем, вот все, что сейчас происходит с нефтью, это на вот этих вот страхах по типу того, что якобы, так сказать, спрос на нефть резко будет падать. Хотя на самом деле все прекрасно понимают, что ситуация на самом деле будет другая. Более того, все прекрасно понимают, что непосредственно сокращение добычи начинается только в этом месяце, поэтому эти все меры сделаны заранее. И вот теперь смотрите, если мы вернемся непосредственно к доллару-рублю, что я думаю, что здесь происходило? Скорее всего, так как Центробанк России, да, он видел, что доллар начинает все это время усиленно повышаться, да. Более того, я вам говорил, что вот пятница, она показала, что даже когда доллар растет, в этот момент рубль укрепляется, да. Но там еще был момент, когда немножко подрастала нефть. Сейчас мы видим картину следующую. Нефть падает, то есть укрепление рублю просто не на чем. Доллар в этот момент растет, а доллар-рубль в этот момент никуда не растет. Я думаю, что здесь просто начинает работать Центробанк и бюджетные правила. Они, скорее всего, для стабилизации заранее могли уже начать, собственно говоря, сдерживать доллар, понимая прекрасно, какие процессы идут. И поэтому наиболее вероятный сценарий, еще раз говорю, временное вмешательство Центробанка. Вот, кстати, смотрите, если мы посмотрим по официальному курсу, да, 79.62, а если мы посмотрим по Форексу, то мы достигали вплоть 80.50, как я и говорил, что то есть вот эта зона 81, она еще находится в спокойно досягаема, да. Поэтому я не исключаю, опять же, возможно, что Центробанк какое-то время, вот до ставки, выступления Пауэлла там и так далее, может участвовать в этом процессе, а потом он может это влияние убрать, и тогда мы спокойно вернемся обратно на 81. То есть там 80,5, 81, вот как я, в принципе, прогноз сделал, я от него, господа, не отказываюсь. Еще раз говорю, по мне делать какие-то выводы сейчас преждевременно. Во-первых, я сейчас жду теперь данные по запасам нефти, понимая прекрасно, что нефть находится под сильным давлением. И впереди, конечно же, самое главное событие, которое будет происходить завтра. То есть 23:30 выйдет непосредственно запасы по нефти, да? Вот мы непосредственно видим, что вот дальше у нас среда, время 20:44. 23:30 уже, естественно, у нас будут выходить запасы. В данный момент мы видим поведение доллара, что доллар однозначно пытается удержать как минимум 102. Если, кстати, посмотрим по облигациям,
там картина была не такая однозначная. Тоже вначале они подрастали, а после непосредственно, когда вот вышли эти данные, да, но тут они даже чуть... Нет, ровно когда вышли данные, да, вот она. И облигации у нас тоже пошли в коррекцию, резко. Пошли наверх, вернее, пошли вниз, потому что нефть, в принципе, завалилась, и уже, как говорится, можно было, что называется, расслабиться, да. Но в целом, это опять же процесс не говорит о том, что все, как бы облигации прекратили рост. Все это может резко развернуться, как только будет выступать Паул. Ставка, скорее всего, 0,25 останется как есть, ну то есть в цене. А вот его комментарии, несмотря... Все сейчас закладывают то, что теперь типа есть вот банковский кризис, возможно еще риск по госдолгу потолка, поэтому по типу должны, так сказать, возможно риторику сделать более мягкой. Но крайне в это я слабо верю. И вот смотрите, как рынок американский на всех этих событиях просто получил какую коррекцию. Да? Мы, конечно, удержали 400, то есть мы от этого, соответственно, скорее всего, естественно, пойдем вверх. Ну и по валюте, еще раз говорю, вот сейчас, на данный момент, рано делать какие-то выводы. Во-первых, впереди ставка. Притом не только ФРС, но и ЕЦБ, да. Вот давайте посмотрим, что у нас будет непосредственно на следующий день, да, то есть завтра. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Это опять к вопросу рынка труда и, соответственно, насколько там рецессия, не рецессия. Дальше смотрим. Индекс деловой активности в секторе услуг, это тоже для США. Опять же к вопросу рецессия, не рецессия. И уже, господа, начнет рассматриваться вариант возможной стагфляции. Почему? Потому что если экономика замедляется, а ставки остаются высокими, то, соответственно, в этой ситуации может наступить не просто инфляция, а стагфляция. Вот этот принцип, они тоже, естественно, вот самое страшное, чего и боятся, на самом деле, стагфляцию. Ну и плюс, еще раз говорю, не забываем о той проблеме, которая висит над госдолгом потолка США, да? Мы понимаем прекрасно, что никакого дефолта они не допустят, это все ясно. Тут весь вопрос, на чем они договорятся. То есть все-таки Байдена, как говорится, заставят принять решение по каким-то сокращениям бюджета, или все-таки нет. И придется принимать, как говорится, без условий, как вот, собственно говоря, заявлял до этого Байден. Но сейчас он уже идет на переговоры, это говорит о многом. А Йеллен нагнетает очень жестко, она уже говорит, что все, 1 июня уже все, можно сказать уже все, начнется уже фактически дефолт. Теперь смотрите дальше. Значит, вот эти данные, соответственно, да, индекс менеджеров снабжения по непроизводственной сфере США, это тоже к вопросу о том, что рецессия, не рецессия, уже стагфляция, не стагфляция. Дальше. Запасы сырой нефти США, да, вот запас сырой нефти США официальный. Вот это мы, конечно, ждем абсолютно. Но мы понимаем, что они уже все сделали для того, чтобы заранее нефть задавить. Уже, в принципе, во-первых, включен механизм по поводу Китая. Данные по Китаю показали не такая, скажем так, сильное восстановление экономики, да, то есть есть там не какие-то определенные замедления, вот, и они это уже используют, как, собственно говоря, возможно, спрос все-таки будет ниже, да, а дальше мы видим, процессы включены все, и доллар пошел вверх, и банковский кризис они тут же раздули, да, то есть теперь мы же понимаем прекрасно, что на чем сейчас упали банки, на том, что вот это произошла ситуация с First Republic банком, да, выкупили его, ну и что? То же самое было с UBS, то же самое было непосредственно с Silicon Valley. Ну и что, один поглотил другой, и все, и эту тему опять тут же забыли. Но зато, как это прекрасно работает для того, чтобы валить цены на нефть. Вот это они, в принципе, и используют. Дальше смотрите, рост реальных зарплат это в России, объем розничных продаж, опять же, в России, и уровень безработицы, опять же, в России. Это будет тоже важно для рубля. Но думаю, что не так будет это сильно, скажем так, сказываться, потому что я больше чем уверен, что все равно вот здесь, скорее всего, идут интервенции Центробанка, просто идет эффект сдерживания. Не то, что Центробанк пытается там как-то сильно скорректировать курс, да. Вот смотрите, вот давайте просто включим тупую логику, да. Что мы видим, да? Нефть у нас улетела на 75-60. Вы помните, что говорила Набиуллина, я вам в телеграм-канале показывал, что если вдруг все-таки
начнут создаваться проблемы с наполнением бюджета, то тут же могут пересмотреть всю политику и, соответственно, какой будет курс. И вот в этой ситуации, когда нефть падает, ну как тут можно, собственно говоря, укреплять рубль? Мы же понимаем, что это быть не может. Более того, сама нефть не дает поддержку рублю. Это чистая логика. Тут даже, как говорится, не надо быть каким-то волшебником для того, чтобы понимать, что просто процесс, который сейчас происходит, явно не для того, чтобы рубль укреплялся, да? А мы видим, что он, в принципе, ну, притом я не могу сказать, что он укрепился, да? То есть вот, если мы посмотрим, вот смотрите, реакция была, вот когда 5 часов вышли данные, вот они, да? Мы видим, небольшой был взлет по доллару, потому что вот здесь он рос до данных. Вот смотрите, вот он растет. И вот в 16:50 начинается разворот. Выходят данные, и он начинает падать. Что происходит с долларом-рублем? У нас та же самая история. Смотрите, у нас получается, так, это я не тот день смотрел, вот он день. Вот у нас сегодняшний день. Вот смотрите, в 16:50, 17, вот он. Он в принципе перешел в зону, вот он, понятно, я все понял, он потому что переходил сюда. Значит, смотрите, картина какая, просто никуда он не упал, никуда не вырос. То есть абсолютно находится в состоянии определенного баланса, и не более того. То есть критично так, чтобы там какая-то была реакция по доллару, да, и, соответственно, было резкое укрепление, этого не произошло. Вот они в 5 часов вообще фактически идет просто боковиком. Но это понятно, что он уже и фактически у нас перестал сейчас торговаться, да. А вот непосредственно по Форексу мы видим, что тут был скачок на 80-50, да, и в принципе он остался в районе 80. Уже не там 79, не 79-50 даже, да, он все-таки пошел двигаться вверх. Поэтому еще раз говорю, вот эта вся реакция по непосредственно курсу в данный момент считаю временной и скорее всего воздействием Центробанка. Ну и смотрите дальше. Уровень безработицы, значит, сказал. Дальше. Заявление ФРС и решение по процентной ставке ФРС вместе с пресс-конференцией ФРС. Вот что мы завтра, господа, ждем. Вот что завтра будет самое важное. Потому что, еще раз говорю, запасы сырой нефти имеют огромное значение, но они уже задавлены заранее долларом. Да? Дальше будем смотреть. Вот это вот дальнейшее укрепление по доллару, соответственно, может провоцировать вот эти заявления ФРС, решение по процентной ставке ФРС и, естественно, пресс-конференция ФРС. Это надо четко понимать. И, как мы понимаем, американцы не выпустят. Смотрите, им сейчас инфляция крайне опасна, да? Тем более мы видим, что ситуация возникает, которая с госдолгом, да, она, соответственно, тоже в этой ситуации достаточно негативно, ситуация с инфляцией будет влиять на этот госдолг, да, и на решение по нему. Соответственно, с процентной ставкой тоже, да, то есть чем выше будут процентные ставки, тем вероятно, что им не хватит этих средств, все выше и выше становится. Поэтому, соответственно, им надо как-то сбивать инфляцию, а это прежде всего не всякие там рынки труда, а основное это, конечно, цены на энергоносители. И, соответственно, против нефти, так как это еще и к тому же, естественно, как говорится, восполняет бюджет и поддерживает ситуацию с СВО со стороны России, то, безусловно, в этой ситуации они это, как говорится, убивая двух зайцев одновременно, будут однозначно продолжать. То есть они печатают деньги, эти деньги отправляют, мы сами знаем куда, а эти деньги, они ничем не окуплены абсолютно, их надо окупать. Поэтому вот этот процесс, он идет по кругу. Напечатали, отправили, отбить, пока не отбили. Соответственно, инфляция растет, а, собственно говоря, окупаемости нету. Поэтому в этой ситуации, естественно, они не хотят, чтобы цены на нефть росли, и поэтому ожидать о том, что завтра ФРС будет какой-то иметь голубиный фон, несмотря на то, что якобы опять сейчас вот этот банковский кризис, вот помяните мое слово, он пропадет через пару дней. Через пару дней окажется, что все нормально, банки стабильны, все стабильно. Все это ерунда абсолютно, все это то фуфло, которое они используют исключительно как механизмы для воздействия на цены на нефть, не более того. И вот как раз сейчас эта ситуация крайне очень удобная. Они хотят сейчас удержать нефть ниже 78. Мы, естественно, ждем ответа от ОПЕК. ОПЕК уже один раз еще, как говорится, помимо тех сокращений, которые заявил, еще было, как говорится, заявлено. И мы увидели сразу реакцию. Как только, собственно говоря, об этом было заявлено, доллар сразу пошел вверх. А в преддверии вот этой ставки, в преддверии вот этих протоколов, не протоколов, а пресс-конференция, да, Пауэлла, да, естественно, никто сейчас никуда не полезет в риск.
Никто не будет сейчас ничего покупать. Все будут смотреть, что будет дальше, какие будут приняты ставки, какая будет риторика ФРС, и после этого только, собственно говоря, может вернуться, что называется, аппетит к риску. Это надо четко понимать. Поэтому еще раз говорю, по курсу, пока считаю ситуацию по укреплению рубля временной, еще раз настаиваю на этом, посмотрим. Гарантировать, естественно, это никто не может. Я вам привел только исключительно логическую даже цепочку. В данный момент, если мы посмотрим доллар-рубль, вот если опять же брать чисто технику, пробил у нас 80.50, это пробой месячной коррекции. Но, господа, это только первая свеча. То есть, если завтра буквально он ее восстановит, то, собственно говоря, этот все уровень будет обратно восстановлен и, соответственно, рост опять может начаться. Единственное, что все равно, пока я оцениваю, если и будет возврат, не выше 81. Если все-таки мы пойдем вниз, то чисто технически это уже 78 уровень, либо вот 79 по прям вот границе минимальных цен. Но я, опять же, не вижу причин, кроме как если будет действие Центробанка. По-другому я просто не вижу причин, почем, с помощью чего может укрепляться рубль. Еще раз говорю, все факторы в данный момент, они все пока, как мы видим, не помогают рублю. Нефть, возможный отскок, да, вот она может помочь укрепиться, но я думаю, там просто Центробанк сократит свои интервенции. Но мы четко понимаем, что при этой ситуации доллар-то пойдет вверх, он держит 102, он никуда особо не ушел, и он уже, поверьте мне, в 23.30 может начать до даже 23-30 начать расти. Помните, мы этот процесс видели неоднократно. Он ночью начинает прям подъем заранее, чтобы перекрыть даже все, как говорится, если будут запасы, которые будут сокращаться. Поэтому однозначно доллар может еще ночью начать укрепляться на том же Форексе. Поэтому к этому будьте готовы. Так, дальше поехали. По евро. Здесь, соответственно, ситуация по поводу евро тоже не однозначная. Мы еще там получили данные. У них, собственно говоря, не очень все хорошо по экономике. Поэтому по евро тут тоже есть, скажем так, момент ослабления. Мы понимаем, что там еще и доллар против евро работает. Да? Но, несмотря на это, все равно жду возврат 89-90. Вот в этот диапазон. Ниже вернее, выше пока нет. Но вот 89-90 вполне ожидаем. И плюс еще надо понимать, что все, конечно, ждут. Все ждут, кто сейчас будет что-то делать, когда впереди ставка, а у ЕЦБ еще будет ставка после уже ФРС. Поэтому тоже надо понимать. И по юаню та же история. Жду 11.70, да, возврат как минимум. Насчет 11.80 как максимум. Уже 11.90-12 пока не жду. Хотя цели есть. Но опять же говорю, пока делать выводы рано. Лично я пока нахожусь в состоянии наблюдения. Поэтому как бы никаких 100% вам прогнозов дать не могу. Но то, что по крайней мере подсказывает из всей той ситуации, которая сейчас складывается, по мне это чисто пока временная поддержка Центробанком курса в тот момент, когда американцы манипулируют своим долларом. Вот такая, господа, получается у нас сегодня картина. Значит, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций, там я всегда на прямой связи, вся свежая информация только там всегда, и она способствует именно вашей торговле. Также напоминаю, что, естественно, мы будем продолжать снимать ролики каждый день, то есть каждый из этих событий подробно на этой неделе также будем разбирать и посмотрим в итоге, окажусь я прав или нет и будет ли 81. Ну, кстати, вот я вам еще один момент покажу по поводу аналитиков, которые тоже у нас сегодня делали, скажем так, прогнозы по доллару к рублю, да. Вот смотрите, ориентиры для курса доллар, евро, юаня на завершение текущих торгов. 79 по доллару, 81.50, ровно то, о чем я и говорил, что вот я жду там к 81 завтра, например, да. По евро 86.50, 90.50, тоже согласен, что 90 и 91 вполне может быть. А вот по юаню там 11.3, 11.70. 11.70 я больше чем уверен. Насчет 11.30 пока, честно говоря, под вопросом. Но если будет продавать, например, наш непосредственно Центробанк, тоже, в принципе, может быть такое. Ну и в краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 78,5, 82,5. Это вот считает управляющая компания первая, да, а до этого вот Freedom был, да, Finance Global, который тоже вот здесь, собственно говоря, делал прогнозы. Но я вот согласен вот с этими цифрами, которые как раз в районе 81. Насчет 78,5 и так далее, и это, я считаю, гадание на кофейной гуще, поэтому в данный момент я это за прогноз не беру. Вот посмотрим. Для меня
Надо понять теперь, где, как обычно, наш пол. Пока этот пол мы еще только щупаем. Если смотреть по Форексу, то в районе 79 он пока вроде нашелся. И я думаю, что, наверное, так оно и произойдет. Потому что, еще раз говорю, причин пока укрепляться на 100 рублю я просто физически не вижу. Напоминаю, естественно, что в пятницу подведем итоги, посмотрим, как сработает прогноз на 81. И, соответственно, в воскресенье буду обзор делать в следующей неделе. Все становится все более и более интересно, тем более впереди, как я уже сказал, ждем, во-первых, встречи Байдена 9 числа с Конгрессом и решение по госдолгу. Ну и, соответственно, как мы понимаем, мы все ближе и ближе типа к возможному дефолту США. На этом, господа, заканчиваю, поэтому подписывайтесь на нас и будьте в курсе.